И тут уже настоящая красота. Прям вот смотришь во все глаза и не можешь вот прям насмотреться. Это чисто тайский рынок. Тут увидеть иностранца — это очень большое событие. Впервые с начала пандемии такие простые правила въезда в Таиланд. Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы вам покажем необычный китайский храм на горе, секретный тайский рынок, а также последние новости Таиланда. Поехали! Ну что, вот мы и добрались до необычного храма. Совершенно случайно мы наткнулись на такой невероятно красивый храм, который мы хотим вам показать. Это китайский храм, и в Google картах он значится просто как China's Temple. Самый первый раз мы сюда приехали совершенно случайно вечером, когда напротив Макро мы увидели какие-то огоньки. Макро, кстати, находится тут буквально в километре. Вечером очень красиво светят вот эти все лампочки вверх. Мы сюда приехали посмотреть, что же такое, увидели этот храм. Это было на закате, снимать уже смысла не было, потому что было темно. Но мы решили, что сюда нужно непременно вернуться и днем, чтобы все показать. Посмотрите, какие красивейшие скульптуры. Самое интересное, тут внизу вода. Видите, тут как будто такие кувшинки. И вечером, где-то в районе 7 вечера, тут начинают петь жабы. И это, конечно, создавало такой определенный эффект. В Таиланде на самом деле есть достаточно много различных китайских культур, и чтобы отличить от того, храм китайский или тайский, можно посмотреть на наличие вот такого хатея, который находится рядом со мной. Он обычно свидетельствует о том, что этот храм китайский. Нам предстоит подняться по 280 ступенек, чтобы вот лицезреть все скульптуры. Немного в интернете почитав про этот храм, информации не так много, но что удалось узнать, это то, что этот храм строился поэтапно, не одним заходом, не одним годом. А как видите, по такой вот вагонетке поднимались детали вдоль вот этой всей горы и там уже строились. Тут можно заметить такой указатель, только я не понимаю, как он указывает абсолютно. Почему-то вот Польша в ту сторону, а Словения в ту сторону. Хотя они находятся-то там практически соседние страны. То же самое Франция туда, Финляндия туда. Не совсем понятно. Маша решила пойти за какими-то специальными штуками, которые поджигаются. Зачем ей непонятно, но вот ей хочется тоже поджечь, как это делают китайские или тайские туристы. На самом деле можно взять благовония, они оказываются здесь бесплатные. Там же есть зажигалка, можно их поджечь и оставить их рядом с каким-то божеством и оставить какое-то свое пожелание. На каждом этапе этого храма можно увидеть вот таких вот старцев. И не только старцев, смотрите, это король Таиланда, которого очень любили. Его уже нет в живых, но он очень долгое время правил и был настоящим любимцем всех тайцев. Также можно увидеть такие скульптуры слонов. Это у нас первый этап. По эту сторону можно увидеть какого-то военного деятеля и также еще старцы. Мы двигаемся дальше. Что мне тут не нравится, это ступеньки. Видите, они где-то на полстопы, и поэтому подниматься максимально неудобно. Имейте это в виду. Мы уже на следующем этапе, и отсюда открывается уже, конечно, такая невероятная красота. Хотя это только вторая ступенька из 6. Уже видно природные красоты Краби. Тут еще, как видно, такие старцы, мудрецы. Тут Маша решила побить в колокол. Это можно увидеть... я подпишу снизу, как называется эта фигура, чтобы точно не ошибиться. А это, я насколько знаю, Ганеш. Такое божество с головой слона. Тут нас встречает на третьем этапе черепаха с драконьей головой. Там вход, но он закрыт, может быть, там был какой-то храм. Двигаемся дальше.
Тут мудрецы в лодке, а также мудрецы, которые смотрят в разные 4 стороны. Вид за моей спиной уже становится просто нереальным, но мы хотим подняться еще выше. Там, говорят, видно прям практически весь Краби и даже какой-то национальный парк. Мы хотим это лицезреть. На закате, к сожалению, не все было видно. 2 дня назад тогда еще было облачно, а сейчас нам повезло с погодой. 4-й этап нас встречает вот такими 2 небоскребами. На 5-м этапе ничего нет, но я спешу предположить, что, скорее всего, тут еще будут достраивать. Потому что, смотрите, видите, мешки есть с цементом, есть какая-то такая подобие кораблика. То есть, возможно, будут еще что-то доделывать, как я вам раньше и говорил. Тут есть специальная такая конструкция. По вагонетке все поднимают и строят. То есть, возможно, через год, через 2 на этом этапе уже будет что-то тут построено. Будет даже интересно узнать, что. Когда мы сюда приехали, где-то полчаса назад вообще никого не было. Мы там настраивали камеру, смотрели, как звук, все остальное. Прошло 20 минут, и вот уже человек, наверное, 30 приехало туристов. Но ничего страшного, все равно это не такое большое количество. И мы уже поднялись на 6-й этап, где можно увидеть. Сейчас Маша, в принципе, расскажет, что можно увидеть. Позади меня находится божество. Это Бодхисаттва Гуань-инь. Это богиня милосердия и сострадания. Если вы рассмотрите ее внимательно, вокруг нее огромное количество рук. И по преданию считается, что эти руки ей нужны для того, чтобы дотянуться до каждого страдающего и оказать ему помощь. Ну и можно заметить, что тут уже, видите, такие подношения, уже многие зажигали вот эти вонялки, которые Маша тоже хочет зажечь. И также, как в Таиланде, так и в Китае, ставят вот такие вот напитки открытые в виде подношения, чтобы божества ими могли насладиться. Очень необычно все так, не как у нас. Можно увидеть также такого дракона живописного. Там нас орел встречает. И тут уже действительно красоты открываются на абсолютно практически весь Краби. Отличительная особенность провинции Краби — это огромное количество вот таких вот зеленых холмиков, которые можно увидеть буквально везде, куда бы ты ни поехал. Дальше от этой богини есть вот такая маленькая лестница для того, чтобы подняться наверх, и там еще более крупная статуя Будды. Вечером я сюда не решилась пойти, потому что там постоянно рядом с лесом были какие-то шуршания, там могут быть вараны, обезьяны и так далее, поэтому там немножко опасно, лучше не ходить вечером. У нас этот подъем — это как тренировка, потому что мы хотим еще обязательно побывать на такой достопримечательности, как статуя тигра. Там уже идти, по-моему, 1000 с чем-то шагов. Тут всего 250, поэтому у нас такая небольшая подготовка. Где-то через день, через 2 обязательно там побываем и вам покажем. Мы забрались на самый верх. Смотрите, летает орел. Большущие крылья, размах, наверное, не знаю, 3 метра. Красота невероятная. И отсюда прям видно весь национальный парк, который, по-моему, по ту сторону располагается. Также тут можно заметить большую статую картины, которые нам наверняка что-то рассказывают. Ну и тут можно увидеть вот эти вот штуки, которые можно взять, положить тут подношения на обслуживание этого храма, если хотите, конечно. Ну и тут, как во многих храмах, я сначала, когда их вижу, конечно, так немного пугаюсь. Прям такое ощущение, как будто бы это живые люди. Видите, так максимально реалистично сделаны скульптуры. Ну вот, может быть, камера не передает, но вживую, если там на расстоянии 3-4 метрах это видишь, то такое ощущение, как будто бы живые старцы. И именно отсюда очень хорошо видно статую Будды.
который величественно смотрит на весь Краби. Маша решила просто их установить, потому что у нас зажигалки нет, поэтому Маша решила их просто установить, кто-нибудь потом их зажжет. Тут можно увидеть уже тайские Будды, вот лежачие и все остальные. И с этого подступа вот прямо видно абсолютно все. Отсюда видно макро. Выходя из макро, как раз заметили эту статую, увидели огромное количество зажженных фонариков и подумали, что это такое. Сначала подумали, тут какой-то очень крутой отель, но когда подъехали вот до перекрестка вот этого, то увидели как раз Будду на закате. Это было, конечно, нереально красиво. Самое интересное, что рядом с этим Буддой находится местный рынок. Мы его вам обязательно покажем, потому что там чисто тайский рынок, и иностранцы там большая редкость. И цены там, конечно, нас очень сильно удивили. Мы в этом выпуске обязательно вам покажем этот рынок, потому что мы очень любим рынки, и, как мы уже поняли, наши подписчики тоже любят тайские рынки. С этой высоты видно даже город Краби. Он находится там. Мы там тоже обязательно побываем, поснимаем и вам покажем. Там уже такой густонаселенный городок, он очень сильно отличается от Аонанга. Мы же находимся буквально тут 2 километрах от пляжа Аонанг, это вот совсем чуть-чуть проехать. Ну и от нашего жилья, где мы расположились вот примерно вот тут вот, тоже ехать буквально 2 километра. Поэтому если вы будете в Аонанге, то это место, я считаю, просто обязательно для посещения. И именно тут можно наконец-таки ощутить ветерок, потому что вот мы в Краби уже несколько недель, и тут прям реально большая проблема с этим. Все время вот такое ощущение, все застыло в воздухе. Из-за этого такая духота, именно где-то с часу до 6 прям очень душно. Сейчас поднимемся еще выше, куда поднялась Маша. Ей тут сейчас китаец объяснял. Сейчас попробую тоже это сделать. На самом деле ступенек особо не оказалось. Нужно вот просто как-то вот тут пробраться и залезть. И тут уже вот настоящая красота. Прям вот смотришь во все глаза и не можешь вот прям насмотреться, потому что вид отсюда открывается просто вот невероятный. Мы уже с Машей практически весь Таиланд объехали. И вот такого вот природного ландшафта мы нигде не видели в Таиланде. Очень часто статуи Будды возводят именно на возвышениях, на горах. Это делается для того, чтобы было ощущение, что Будда смотрит на всю территорию, на весь город и наблюдает, и видит все. Вечером здесь просто невероятно красиво, потому что если днем здесь открывается вид на вот такую невероятную красоту и ландшафт красивый, то вечером здесь есть подсветка, и эту статую Будды видно прям везде, практически издалека, и мы как раз таки ее так и увидели. И здесь еще вечером невероятно красивый закат. Еще самое классное, что на Google картах это место нужно там хорошенько поискать, поэтому здесь достаточно мало людей. А если приходить сюда вечером, то здесь вообще никого нет. Здесь прям такая тишина и просто ни души. И еще совсем забыл сказать, что и проход сюда, как и парковка, тут все бесплатно. Абсолютно, даже вот те благовония, которые мы поставили, они тоже были бесплатно. Ну, правда, мы положили там 20-30 бат. Это вот такая главная особенность Таиланда, в отличие от того же Бали, где куда бы ты ни подъехал, хоть
какая-то худо-бедная достопримечательность, там обязательно будет платная парковка, там будет стоять человек, которому ты заплатишь, а потом за вход ты заплатишь. Самое интересное, что даже если внутри там нужно много ходить, всего посещать, буквально там за каждый метр ты платишь еще одному человеку, потому что земля находится во владении разных людей, и ты каждому человеку что-то платишь, чтобы пройти. Надеюсь, вам тоже понравился этот храм, как и нам. Снизу храма можно увидеть такие пальмовые рощи и пасущиеся бычки. Видно отсюда. Прям такая экзотика, можно сказать, для наших глаз. Хотя за полгода это уже, конечно, для нас не экзотика, но все равно, когда я вижу вот это, я не могу насмотреться. Ну и смотрите, я, как всегда, забыл ключ от зажигания. Пришел, байк как был, так все и осталось. За это и люблю Таиланд. Кстати, у нас новый байк, второй-третий день на нем гоняем, это PCX 150. Еще на Пхукете я искал хоть какой-то чат по Краби, я его нашел. Ну, я обычно так всегда делаю, и я спросил, есть ли у кого-нибудь байк по нормальной цене. Написал хозяин этого чата, Кирилл. Он сказал, что я все понимаю, что такая ситуация, и могу тебе предложить PCX всего за 3000 бат в месяц. Я, конечно, очень удивился и обрадовался, что есть такие люди, которые могут войти в положение, предложить тебе скидку. Самое интересное, что он даже не знает, что у нас есть канал на Ютубе, и поэтому хотели просто порекомендовать этого человека. Я снизу просто оставлю под этим видео чат на Крабе, также ссылку на Кирилла. А также у него есть homestay, где можно остановиться, там цены довольно-таки невысокие. Поэтому огромное спасибо еще раз Кириллу. И все следующие наши места, к которым будем ездить, это уже будет на новом PCX. У нас даже с Машей появилась идея поехать именно на этом байке до Пангана. Хотели спросить у вас, было бы вам интересно, если бы мы с Краби поехали до Пангана на байке, как вам это? Конечно, у нас есть еще 2 чемодана. Скорее всего, мы с ними не поедем, нам придется их где-то оставить. Но если у нас получится это сделать, то будет, мне кажется, очень интересный контент. Что думаете? Я, если честно, думала, что за 3000 бат будет супер какой-то покоцанный байк, какой-то убитый, и что на нем будет реально страшно ездить. Но удивилась, что он вполне себе нормальный. Есть какие-то там потертости, какие-то там моменты, да, на сидении, но едет хорошо и чувствуешь себя на нем безопасно. Но цена 3000 бат, это именно вот сейчас, когда все эти события произошли, и когда мы не можем там толком вывести деньги, мы не можем толком их снять и расплачивать, поэтому Кирилл пошел нам навстречу. Возможно, в какие-то другие времена сезона цена будет чуть больше, но вы уже спрашиваете у Кирилла актуальную информацию на данный момент. Ну что, мы спустились от нашего Будды. И практически сразу тут нас ожидает вечерний рынок. Он 3 раза в неделю проходит, сегодня пятница. Сегодня мы вам покажем, что он из себя представляет. Это чисто тайский рынок. Тут увидеть иностранца, это очень большое такое событие должно случиться. В основном тут 99% тайцы. Можно увидеть, как всегда, тайские вкусности. Запах уже прям разодорил аппетит, так сказать. Вот такие вот штучки, они невероятно вкусные, они пришли с Китая, и тайцы их тоже очень любят. Ну и можно купить уже готовую такую вот еду и суши. Тут в Кляре все, что только можно. И, конечно же, пицца, куда без нее. Пиццу в Таиланде тоже очень любят. И посмотрите, какое огромное количество людей на рынке. Это мы пришли, вот можно сказать, уже в самый час пик. Вот эти вот штучки очень вкусные, прям невероятно вкусные. Мы их сегодня тоже возьмем. Если будете в Таиланде, вот обязательно попробуйте вот это вот. Называется это патонку. Это очень вкусно. Thank you. А вот пад-тай из разного вида лапши. Раз, два, три, четыре, пять, 6 видов лапши. Насколько я понимаю, он тоже тут вегетарианский. И стоит всего 30 бат, а какой-то стоит 40 бат. Это очень низкая цена, наверное, самая низкая, которая была в Таиланде. Мы пару раз тут уже брали. Я вот люблю с этой лапшой, Маша берет с той лапшой. Это очень вкусно. На всех рынках есть обязательно курочка-гриль, шпажки. Каждая шпажка стоит 10 бат. Особенно вкусно с морепродуктами. И вот это тоже очень вкусно. И обязательно острый соус. Куда без него.
На этом рынке можно купить не только что-то готовое, но также овощи, фрукты. Тут это все есть в полном наборе и по достаточно низким ценам. Там были овощи, а тут фрукты. Вот, можно увидеть бананы по 20 бат. Ну, это хорошая цена. Чем примечателен этот рынок, то что тут вот такой вот пол, он отсутствует, просто ходишь по щебенке. Специи на любой вкус и цвет, какие только хочешь. Свежие морепродукты, вот, можно увидеть цены сразу же. Ну и, конечно же, рыбка. Ну и остальное мясо. И еще нам с Машей рассказали про вот эти вот водоросли, они невероятно полезные. Покупаешь один такой мешочек, и на двоих на вечер он прям имеет очень необыкновенный вкус. Там вся таблица Менделеева. И, как полагается, на рынке обязательно есть одежда. Между рядами с рыбами можно ее померить и купить. Стоит все за копейки, там 50-100 бат. Сушеная рыбка, она очень вкусная. Я пару раз уже покупал, прям, ну, реально чувствуется отличие от нашей сушеной магазинной рыбки. Еще тут много ракушек. Hello. Тут много ракушек. Не знаю, как их есть, но тайцы тоже их любят. А, вот там видно, начинка такая вот. Ну, не знаю, мне что-то жалко их есть вживую. Они все еще живые, да, Маш? Можно обратить внимание, ценник тут 30 бат за килограмм. Мы вам снимали на Пхукете, цены были, помните, там 50, 70, 80 бат. А тут 30. Бери, не хочу. Смотрите, какая интересная особенность. Здесь продаются уже нарезанные фрукты, и в качестве приправы здесь сахар с перцем. Вы когда-нибудь такое пробовали? На рынках есть даже косметика, но с ней нужно быть очень осторожными, потому что есть, например, какие-то крема, они отбеливающие, и если, например, взять какие-то отбеливающие пасты для зубов, то они могут просто-напросто вашу эмаль стереть, поэтому всегда будьте осторожны. Смотрите, здесь есть еще вот такая вот интересная, как столовая. Получается, вы можете здесь что-то выбрать, да, и вам вот в такие пакетики все сложат, и дополнительно там положат к этому гарнир. Тайцы тут очень любят питаться, и, в принципе, это их образ жизни. Они дома не готовят, поэтому в таких вот магазинчиках покупают все. И половинки арбуза, видите, по 30 бат. На Патонге они стоили 80 бат. То есть чувствуете разницу. Тут такая вот парковка мотоциклов. Их тут штук 100, 200. Потому что практически все местное население в пятницу приезжает сюда. Ну и мы, конечно. Закупиться и что-то отведать. Смотрите, тут на рынке даже можно найти лотерейные билеты. Абсолютно все тайцы, даже состоятельные, верят в то, что они купят билетик и обязательно когда-нибудь выиграют. Ну и вот со стороны таким образом выглядит рыночек, да, то есть повесили такие лампы разноцветные. Ну, то есть если вы будете ехать мимо вдоль этого рынка, то, конечно же, вы его не пропустите и заметите. Самая интересная особенность, что он не вечерний рынок. Вот мы все время приезжаем как можно раньше, в 5 часов, в 6 часов, и уже практически все расходится. Поэтому можно приезжать и в 4, мне кажется, и в 3, поэтому скорее он будет дневной рынок. Ну и еще немного шпажек, конечно, запах тут не передать через камеру, к сожалению, но вам бы очень сильно понравился. Смотрите, всего 3 бата за одну шпажку. Вид, конечно, не самый презентабельный, да, но цените стоимость.
Ну, имейте в виду, что те рыночки, где больше всего тайцев и практически нет иностранцев, там всегда самые низкие цены. То есть шпажки за 3 бата и паттай за 30 бат вы никогда не найдете на каких-то рынках, которые предназначены именно для фарангов, для иностранцев. Единственный минус этого рынка в том, что тут нету столиков, то есть негде сидеть. Вот видите, мы вот купили еду и сейчас будем стоять и кушать. Ну и 99% все-таки берет еду с собой и уезжает. Тем более сейчас скоро будет дождь, нам бы тоже уже поехать, но мы очень хотим кушать. Сейчас вот будем вот так вот стоять на байке и кушать. А теперь про актуальные новости Таиланда. С 1 мая, как я и анонсировал, все-таки ввели новые правила въезда в Таиланд. А теперь получение тайпас будет занимать всего 2 дня. Вакцинированные загружают только страховку, паспорт и сертификат. Невакцинированные паспорт, страховку и результаты ПЦР-теста, сделанные за 72 часа до вылета. Впервые с начала пандемии такие простые правила въезда в Таиланд. А далее новость про открытие тайской карты. Мы попытались это сделать, как и планировали, на острове Самуи, потому что ходили слухи, что именно там это сделать проще всего. В сети писалось, что нужно всего лишь в миграционном центре получить специальную справку Certificate of Residence, предъявить паспорт и оплатить 500 бат. Далее нужно было прийти в Бангкок-банк, и вам открывают карту. Мы решили проверить это лично и даже организовали однодневную поездку на остров Самуи. Но по факту сложности появились уже на самом первом этапе в иммиграционном центре Самуи. От нас потребовали специальную справку от хозяина жилья, причем сделанную в специальном приложении, которое называется Section 38, я подпишу снизу. И аренда жилья должна быть именно на острове Самуи, а не в других провинциях. Для удобства нам дали QR-код для скачивания этого приложения. Сказали, что это приложение должен скачать именно хозяин жилья. Мы приехали специально на остров Самуи, чтобы получить эту карту. Мы не сдавались и решили, что все-таки нужно так или иначе все сделать. Поэтому мы поехали по близлежащим резортам, где была аренда жилья. И у хозяев домов поспрашивали, смогут ли они нам сделать эту справку. К нашему удивлению, практически все отказали. Единственный человек согласился, но у него было единственное условие, что нам нужно прожить в жилье хотя бы 3 ночи. Аргументировав это тем, что справка так быстро не делается, и оказалось, что это был первый день, когда ввели эти условия. При нас также развернули еще 2-3 человек, которые приехали по старым правилам открывать тайскую карту. Но мы не отчаиваемся и будем дальше искать другие способы для открытия тайской карты, о которых, конечно же, расскажем в следующих выпусках. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!